6 неожиданных признаков мужчины-психопата. Когда мы слышим слово психопат, мы представляем себе какого-то такого, не знаю, темную личность, какого-то криминального гения, который вот контролирует других людей, их как-то разрушает. Такое мнение, оно, конечно, в определенном смысле оправдано, но это такой поверхностный и упрощенный взгляд на психопата. В этом видео я расскажу вам о 6 таких неожиданных признаках психопата, чтобы вы как-то более целостно видели картину и могли замечать таких людей, которые, скорее всего, ну, так или иначе, есть где-то вот в вашем кругу общения. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о признаках психопата. Тема интересная, если вам видео это понравится, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и мы начинаем. Для начала пару слов по поводу того, как формируется личность психопата. Очень упрощенно. Как правило, когда вот ребенок родился, в самом начале он не знает, чего он хочет, вот есть вокруг него его родители, в частности мама, и вот он начинает во взаимодействии с мамой как-то познавать себя. То есть, когда вот он улыбается, мама улыбается, он видит эту улыбку, он понимает, что он улыбается. Или, скажем, мама сердится, ребенок как-то, например, пугается, и вот он чувствует, что эти эмоции, они как-то комплементарны. То есть, любой эмоциональный контакт, любой, неважно какой он, хороший или плохой, любой эмоциональный контакт предполагает, что формируется определенная привязанность к матери, и ребенок в дальнейшем, ну, как будто бы живет с идеей того, что в отношениях я могу как-то опираться на себя, то есть опираясь на другого человека, и таким образом опираюсь и на себя. В случае с психопатом это ситуация, когда маленький ребенок недополучает достаточного количества контакта эмоционального от матери или какой-то вот важной родительской фигуры, и в какой-то момент он всех людей, взрослых, которые вот попадают в его поле зрения, воспринимает либо как источник наживы, то есть жертву, либо как источник опасности. То есть ему нужно либо убегать от человека, либо его как бы догонять. Ну, так, если очень упрощенно. Когда такой ребенок вырастает, то он всех людей вокруг себя воспринимает как инструменты для удовлетворения своих каких-то интересов. Этого человека я могу использовать, а этот человек пытается использовать меня, мне нужно сделать так, чтобы он меня не использовал. Идея, что с кем-то можно вступать в какие-то вот паритетные, равноценные такие взрослые отношения, у такого ребенка нет, потому что он в определенный момент просто пропустил тот момент, когда он мог пережить этот опыт, когда он мог этому научиться. То есть мы здесь говорим о формировании так называемого архетипа хищника. А у психопата, когда он был ребенок, возникает такое ощущение, что все люди вокруг него это либо хищники больше, чем он, либо жертвы, для которых хищник это он. Итак, первый признак мужчины-психопата это то, что такой человек может иметь много коротких романов. То есть он может встречаться с одной женщиной недолго, потом с другой, могут быть какие-то нахлесты, он с одной еще продолжает встречаться, у него уже новая появляется. Дело в том, что, опять же, с чем это связано? Выстраивание каких-то глубоких, продолжительных, стабильных отношений это вообще то, что не интересно психопату. Психопату интересно больше вот какое-то влияние на людей и осознавание того, что я могу как-то контролировать эту женщину. Даже секс сам по себе не является самоцелью для психопата. Для психопата важно построить отношения, убедиться в том, что да, я все-таки могу взять и человека, например, влюбить в себя женщину, как-то ее к себе привязать, соответственно, я могу ее как-то использовать в дальнейшем, и дальше он интерес теряет, ему нужно с кем-то другим это испробовать. Второе качество мужчины-психопата это что такие мужчины могут оставаться друзьями с бывшими, причем очень легко. Как правило, у людей с условно такой здоровой личностью, невротической организации, когда вот мы находимся в отношениях, у нас сформирована привязанность, потом мы по какой-то причине расстаемся, уж неважно, либо там это какая-то слишком много было скуки из-за того, что невозможно было как-то разговаривать, либо были какие-то острые вещи, там, конфликты, измены, что угодно. Вот мы расстаемся с человеком, с которым у нас была привязанность, и у нас к нему есть определенные, очень часто противоречивые, но интенсивные чувства. Мы переживаем утрату. То есть нам нужно какое-то время попереживать. И затем мы остаемся с этим человеком в каких-то таких своеобразных этих отношениях бывших людей, которые точно нельзя назвать дружескими отношениями. Для психопата вот эта вся история, вообще он ее не проживает. Он не формировал привязанность изначально, и когда он понимает, что, например, наши отношения в таком формате, они заканчиваются, я легко могу оставаться с тобой другом, потому что таким образом я могу всегда к тебе обратиться за какой-то помощью, всегда могу от тебя что-то получить, там, скажем, не знаю, денег занять, там, сексом заняться, еще что-то. То есть психопат с бывшей остается друзьями очень легко, он не переживает разрыв. Мужчина-психопат может быть представителем таких профессий, где нужно уметь отключать эмпатию. Дело в том, что у нас, у людей, так сказать, со здоровой гармоничной личностью, эмпатия, она по умолчанию постоянно включена, это такая несущая основа. Есть определенное такое эволюционное значение, для чего нам нужна эмпатия. Дело в том, что когда у наших предков еще речь не особо была развита, нам важно было понимать по мимике, по тембру голоса другого человека, что он чувствует, какие он чувства испытывает. Потому что эмоции обладают очень важной такой сигнальной функцией, и
вот, скажем, если там, грубо говоря, из лесу вышел какой-то сородич, и он встревоженный, то я должен это быстро прочитать, потому что это может говорить о том, что там какая-то угроза в этом лесу, ну, грубо говоря. В случае с психопатом, поскольку он как в детстве не получил опыта выстраивания отношений близких со своими родителями, также во взрослой жизни ему, в принципе, нет необходимости выстраивать какие-то отношения с другими людьми. А эмпатия — это не то, что ему жизненно необходимо, ну, в его жизни. Поэтому психопаты часто становятся представителями таких профессий, где очень важно не сопереживать, чтобы очень быстро не выгореть. Какие-то, не знаю, силовики, люди, которые работают в экстремальных условиях, возможно, там адвокаты. Почему-то считается, что журналисты часто бывают психопатами, потому что журналистам часто приходится как бы переступать через какие-то этические такие вот принципы. То есть в тех профессиях, которые предполагают, что нужно быть таким вот жестокосердным, таким холодным, нечувствительным, и тогда ты будешь максимально эффективным, психопаты, как правило, достигают высоких успехов. Четвертая штука такая немножко забавная. Психопаты не зевают. Дело в том, что у всех высших млекопитающих есть такие вот так называемые зеркальные нейроны. Это, ну, предположим, когда я в компании зевнул, и все остальные тоже начинают зевать. То есть мы все начинаем друг за другом повторять. Это работает даже, не знаю, с какими-то вот с животными домашними. У психопата, как правило, зеркальных нейронов очень немного, потому что они формируют вот эти зеркальные связи при формировании привязанности с матерью в детском возрасте. У психопата, как мы помним, этого не особо нет. Поэтому вы, предположим, в компании можете сидеть, предположим, кто-то зевнул, вы зевнули, все зевнули, а он сидит и не зевает. Либо вы можете иногда заметить, что он как бы так натужно зевает, пытаясь как будто бы мимикрировать. То есть он понимает, что все зевнули, а он какой-то вот такой не похожий на всех. Психопат предпочитает ночь. Это звучит так немножко даже драматично. И там, если это какая-то преступная личность, он свои преступные делишки делает ночью. Если это творческая личность, он творит ночью. Но как бы то ни было, это связано с тем, что психопат асоциален. Дело в том, что мы с каких-то определенных вот времен стали такими дневными животными, и несмотря на то, что современный человек может позволить себе там работать, когда хочет, хоть днем, хоть ночью, спать, когда хочет, то есть все очень так пластично, но есть какое-то все-таки общее такое наше стремление к свету. То есть мы, как правило, днем бодрствуем и чем-то занимаемся, ночью спим. А психопату легче заниматься какой-то деятельностью ночью, потому что ему люди не мешают. Мы стараемся, как правило, подстраиваться под других людей, чтобы, ну, хочется, вот если я хочу пойти пообедать в какую-то кафешку, чтобы я там пришел, во-первых, чтобы она работала, это не была ночь, а во-вторых, чтобы там еще другие люди сидели, потому что, ну, в этом смысл такого общения. Если я иду на какой-нибудь там, опять же, концерт там, или в театр, я хочу там, ну, находиться там рядом с другими людьми, в этом смысл какой-то социальности. А психопату это все не нужно, другие люди ему, они не нужны, они ему, может быть, не мешают ему, но если ему эти конкретные люди не нужны для его каких-то вот выполнения его целей, то эти люди просто, ну, зачем мне с ними общаться? Таким образом, такой человек может больше времени проводить активностью ночью, а днем он просто спит, пока все люди там копошатся, занимаются своими мирскими делишками. Я уже в начале видео говорил, что когда мы слышим слово психопат, как правило, представляем себе какого-то такого маньяка-убийцу там, или какого-то криминального гения, или лидера бандитской группировки. То есть это такое, ну, у нас в обществе есть предубеждение, что ли, такое, ну, что-то расхожее мнение, что психопат это вот такой вот человек. На самом деле все немножко сложнее. Я уже объяснил, как формируется, собственно, этот архетип хищника, и откуда произрастает психопат. И нужно понимать, что очень многие психопаты это люди творчества. То есть многие люди, которые в творчестве добились каких-то незаурядных результатов, сделали это благодаря тому, что они психопаты. Потому что психопат никогда не оборачивается на мнение окружающих. Его не ограничивают какие-то социальные, моральные ограничения. Потому что, ну, мораль для него это, ну, он так для себя может примерно изучить, что это такое, но это совершенно не ограничивающий его какой-то свод законов и убеждений. Поэтому в творчестве психопаты, поскольку они не зашорены, у них вот есть этот свой взгляд, они ни на кого не оборачиваются, часто добиваются каких-то достаточно серьезных таких вот успехов. То есть это человек, который, возможно, в своей личной жизни, в общении там, со своей женщиной, он может быть разрушительным, но вот, скажем, его творчество, его там картины, как, например, у Дали, или там его музыка, как, скажем, там у Моцарта, у Паганини, вот она кажется такой вот, ну, великой и обогащающей человеческую культуру. Это, кстати, составляет такую противоречивость в значении психопатов для общества. То есть психопаты как бы вот в близком общении разрушают, а в целом для общества какое-то количество психопатов всегда должно быть, потому что таким образом общество становится более адаптивным, более ярким, ну, и быстрее развивается. Но поскольку мы тут с вами занимаемся не социологией, а психологией, мы не столько заботимся интересами общества, сколько интересами конкретного человека. Если так вышло, что вам приходилось общаться лично с психопатом, и вы, так сказать, хлебнули этого общения, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, я буду вам благодарен. Это всегда очень важные такие дополнения. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, я буду вам за это также благодарен, это для меня важно. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.